Друзья, на прошлой неделе я готовила праздничные рулетики из баклажанов и придумала интересную начинку, которую я до этого еще не пробовала. Рецепт совсем не сложный, и результат меня очень порадовал, поэтому я решила, что нужно обязательно поделиться с вами этой вкуснятиной. Нам понадобится свежий укроп и петрушка, сливочный сыр, растительное масло, помидоры, огурцы, немного оливкового масла, 2 баклажана, нарезанные на тонкие полоски, фаршированные оливки и крошка миндаля. Баклажаны иногда бывают капризными, умудряются горчить, поэтому сначала избавимся от этой неприятной горечи, которая может испортить вкус нашей начинки. Есть много разных способов, но я обычно кладу полоски баклажанов в миску с подсоленной водой примерно на полчаса. На литр воды понадобится 1 столовая ложка соли. Отправляем все сюда. Но так как баклажаны достаточно легкие, они всплывают на поверхность, надо будет накрыть все это тарелкой. А сверху на тарелку поставим что-то тяжелое, например, ступку. Таким образом, все баклажаны оказались в воде. Теперь они готовы к дальнейшему приготовлению. По истечению времени я их промыла под проточной водой и просушила бумажным полотенцем. У баклажан очень пористая структура, поэтому они могут впитывать слишком много масла, если вы нальете его прямиком на сковороду. Чтобы этого не произошло, я смазываю каждую полоску с помощью кисточки по всей длине. Обжариваю их на сухой, хорошо разогретой сковороде с 2 сторон примерно по 3 минуты. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. И еще поджаренные баклажаны лучше остудить под крышкой, тогда они станут мягкими. Начинка готовится очень легко. Нам понадобится сливочный сыр с добавками. Мне очень нравится с добавлением перца, лука и специй. Отправляем к сливочному сыру фаршированные оливки и 3 столовые ложки крошки миндаля. Перемешиваем все эти вкусняшки с помощью блендера. Пару капель оливкового масла, и начинка готова. Очень вкусная и насыщенная. Если оливки, которые вы купили, оказались слишком солеными, добавьте в эту смесь 1 чайную ложечку сахара. Выкладываю на остывшую баклажанную полоску немного начинки, буквально 1 чайную ложку. Поставлю сюда кусочек помидорки и небольшую веточку петрушки. Затем сворачиваю рулетиком. Теперь проделываю то же самое, но вместо помидоры буду использовать огурец. А вместо петрушки добавлю укроп. Получаются вот такие симпатичные рулетики. Готовые рулетики можно накрыть пищевой пленкой и дать им полежать в холодильнике около часа, или можно подать их сразу к столу. Очень вкусная закуска с необычной начинкой. Сейчас огромный выбор фаршированных оливок, поэтому можете купить любые на ваш вкус, приготовить это блюдо и рассказать об этом в комментариях. За подписочку на канал всем заранее огромное спасибо. Жмите на лайки и не пропускайте наши новые видео каждую неделю. До очень скорого!